Почему нет смысла переезжать в Албанию вот для некоторых личностей? Пацаны, самый большой вопрос – это безопасность, потом цена. На 2000 евро вдвоем в Польше, в Варшаве вы нормально проживете, в Берлине вы классно себя будете чувствовать на двушку. На улице вы себя безопаснее чувствуете, чем условно в центре Лиссабона, в центре какого-нибудь Мадрида, где по цене кружки кофе в Пеликане с тортиком ты получаешь инфу, которая, по сути, тебя спасает от 1000 евро. Привет! Выбрал я такой красивый спот, чтобы записать срочное обращение по поводу того, что у меня происходит в личке, в директе и так далее с последними событиями. Короче, ситуация в мире такая, что резко мне начали старые друзья, знакомые писать, которыми там много лет не общались. Он говорит: Жека, ты же был в Албании, ты жил в Албании, а что, может, вот есть смысл туда переезжать, там же безопасно, типа Балканы, спокойненько, все классно. Тут важное уточнение, что ребята Чехия, Германия и Польша, в основном, да, вот Европка. И говорит: Жека, по-братски, типа, мы же с тобой раньше общались, помоги, подскажи, очень-очень-очень сейчас надо. Там я с малой, нам надо в безопасность, как ты ж там прожил, ты понимаешь, расскажи, пожалуйста. И вот это видео будет такой универсальный ответ пацанам, девчонкам, которые спрашивают: а есть ли смысл переезжать в Албанию? Спойлер, есть смысл, если вы посмотрите это видео до конца, и я разберу, почему нет смысла переезжать в Албанию вот для некоторых личностей. Пацаны, самый большой вопрос – это безопасность, потом цена. Если мы берем соотношение цены и качества, Балканы в этом плане, учитывая, что если вы переезжаете с девчонкой, офигенный вариант. Безопасно, есть море, если вы живете на побережье, цены, вы за 1000 евро на одного человека, там 2000 евро на двоих, вы вот так вот охренительно будете жить. На 2000 евро вдвоем в Польше, в Варшаве вы нормально проживете, в Берлине вы классно себя будете чувствовать на двушку. На 1000 евро, вот прям если сжать максимально ремень, поясочек, тоже можно прожить, если у вас будет вообще скудный период. Ну давай посчитаем, квартира пускай 400-450 евро, годовой контракт, покушать вам на двоих там 500 евро, ну округляем там 600 до 1000 евро, плюс там в рестик сходить, еще что-то пускай там 300 евро, 1300 евро, малой там что-то купить, косметику и так далее, там еще пускай 200-300 евро, вот тебе там какие-то шмотки потусить, вот еще там, еще условно 400 евро, на двушку евро вы вот так вот охренительно себя будете чувствовать, на полторушку вы тоже себя можете нормально чувствовать и прожить. По поводу безопасности, типа Албания, это ж там же мафия, суета, стрёмно, и более глобальный вариант, если они там вдруг соберутся нападать на кого-то, на Сербию или на Хорватию, вернее, Хорватия соберется с Албанией нападать, очень сомневаюсь. Они ленивые, им впадлу, и если брать бюрократию, если взять какие-то вот такие истории, мне кажется, что им будет абсолютно плевать на это все. По поводу безопасности, не выдумывайте ерунду, и учитывая, что вы будете вдвоем жить, вам будет нормально и комфортно. Давай так, это я, это мнение пацанов моих, которые успели пожить. На улице вы себя безопаснее чувствуете, чем условно в центре Лиссабона, в центре какого-нибудь Мадрида, где есть ощущение того, что мелкие кражи вот повсеместно. Там спокойно и, ну, будто бы окей, попроще. Если мы говорим за религию, блин, Жека, там же типа мусульмане. Да какие мусульмане? У них, если не ошибаюсь, 33 праздника в году, где и мусульманские праздники, и христианские празднуются. Поэтому о чем вообще идет речь? Классно, вообще нормально. Важный вопрос, если вот вы собираетесь переезжать, где для вас надо комьюнити. Украинское комьюнити есть нормально, но все члены этого комьюнити в большинстве случаев, они такие типа семейные, им важен досуг, им важно вот попроще, как бы не выдумывать ничего, но при этом есть активные ребята, условно, Влёра какая-нибудь, и те хайкинги тоже можно банду собрать. Если вам вдвоем замечательно, вот как у меня есть Боя с Катей, хорошие приятели, им вдвоем замечательно, чувствую себя замечательно. Блин, а как не потерять деньги? Ты ж там, когда переехал в Албанию, у тебя ж там минус 1000 евро ушла. Стоп, подожди, это мои ошибки, которыми, условно, я периодически делюсь. И вот очевидное решение – это немножко заранее все узнавать и планировать, для того, чтобы ты лишний свой месячный расход не потерял вот в трубу в никуда, на ошибках, да? Для этого у меня есть отдельный материал. Вот я расписал четко 10 страниц, что делать, что не делать, что делать, чтобы было все хорошо, чего не делать, чтобы вот эти вот 1000 евро, которые там, ну, чуть больше, чтобы у тебя такого не было. Слушай, по цене кружки кофе в Пеликане с тортиком ты получаешь инфу, которая, по сути, тебя спасает от 1000 евро. Логично, офигенная инвестиция.
Я считаю, что бесплатно не могу об этом рассказывать, но вот в таком закрытом доступе, пожалуйста, ссылка в описании. По словам моих там других пацанов, которым я это рекомендовал, проверено на практике. Короче, ну это ж Балканы, там скучно, там типа албанский язык. Давай вот разберемся подробно по этому поводу. Балканы, скучно. Если ты изначально позиционируешь, как, блин, тебе надо что-то выдумывать, именно для тебя, под тебя надо что-то выдумывать, тебе, естественно, будет скучно. Но природа, которая есть, например, в Лёра, Дурес, окей, замечательно, типа ты на море каждый день тусуешься, скучно стало, взял машинку, уехал туда вглубь, видишь природу, красоту, ну, блин, реально там охренительная природа. Правда, положа руку на сердце, природа очень красивая. Язык английский, сервис, типа кафешки. Да, блин, многие знают английский язык. Если тебе какие-то вопросы, сложности, переводчик взял Google Translate, надиктовал на русском, на английском языке, тебя перевело это все дело в албанский, албанский язык понимают. Знаешь итальянский, вот пацаны, которые там думают, стали, ну, такое, но старшее поколение знает итальянский. Но если глобально брать, Тирана хорошо знает английский, более мелкие города плюс-минус, но, опять же, ты найдешь решение, даже если ты просто диктуешь и переведешь им это в Google Translate. Жека, ну а легализоваться как? Слушай, ты просто приезжаешь и живешь. Они продлили до следующего года директиву, тебе даже в паспорте ни хрена не ставят приколи, ты просто приехал, тебя электронно где-то поставили печать, все, ты живешь. Ну, офигенно, офигенно. Хорошее решение вот для малой, если вам важна безопасность, если вам важно спокойствие, но почему нет? Если ты думаешь вот прям серьезно легализоваться, если тебе там прям нравится, тебе заходит эта страна, покупаешь недвижку, и на срок действия, пока у тебя эта недвижка есть, условно, за 60 тысяч евро, за 70 тысяч евро ты купил хату, и вот, пожалуйста, у вас ВНЖ. Каждый год продляешь, пока у тебя квартира есть, вот, пожалуйста, у тебя есть официальная легализация ВНЖ. Потом, в будущем, возможно, Евросоюз, там, Албания войдет там в каких-то 30-40 годах, ну вот у тебя будет паспорт. Слушай, родной, правда, я много всего наговорил, но если подводить итог, это вариант безопасности неплохой, вариант цены и качества хороший, 300 солнечных дней в году плюс-минус отлично, и перечитай, пожалуйста, тот закрытый материал, который он есть, и правда не пожалеешь. Ссылка в описании, и думай, принимай решение, если у тебя есть какие-то вопросы, пиши мне в канал. Там все тебе подробно расскажу, поэтому я побежал дальше. Обнял тебя крепко, надеюсь, у вас все получится. Пока-пока.